Лодочный мотор Yamaha 9, модель Yamaha 9A. Мотор в отличном состоянии, новый, но 1972 года. Приехал из Японии после долгого хранения. У него даже присутствует заводская ямаховская смазка. Колпак открывается спереди. И вот у него на тросиках желтая ямаховская смазка, оригинальная. Это ранняя модель, потому что механизм газа алюминиевый. Уже на более поздних моделях стали делать пластмассовый механизм газа. Карбюратор находится здесь, в необычном для двухтактного лодочного мотора месте. Такой мотор мы, кстати, уже капиталили, ну и много раз показывали на канале. Механизм ручного стартера у него как на ветерке, как на моторе Zhongsheng. Сейчас таких уже не применяют. Мотор не крашеный. Это оригинальная ямаховская краска на колпаке и на самом моторе. И вот эти пластмассовые буквы, это было на ранних моделях. Позже от этого отказались, стали просто наклейками писать Yamaha. Также вот эти выступы были на колпаке с обозначением мощности двигателя. Все блестит, еще ничего не облезло. Обычно эта пластмасска облазит, становится очень неэстетичной. В общем, новый мотор. Привезли на обслуживание. Человек его приобрел, отправил нам для того, чтобы мы его просто проверили. На этой базе до сих пор выпускается лодочный мотор Yamaha 8 Enduro. Тот же самый редуктор, подвеска, нога, да и вот только двигатель другой. Проверили компрессию. Компрессия отличная, 9 килограмм. Проверили искру. Искра есть только на одном цилиндре. Через отверстие маховика увидели, что один из контактов заржавел. Необходимо снимать маховик для чистки контактов. Этот контакт не работает, подржавел. Обе катушки рабочие. После чистки контактов появились две искры. Свечи мы проверили. Они оказались абсолютно рабочие. Масло в редукторе вообще идеально чистое. Владелец еще просил установить топливный фильтр, но здесь топливный фильтр встроен в топливный насос. Так уже не делают. Сейчас будем запускать двигатель. Топливный коннектор ямаховский, современный, подходит на этот двигатель. Качаем груши, смотрим, чтобы с карбюратора нигде не лился бензин, потому что игла могла залипнуть или какая-то грязь. Ну, в принципе, все. Нигде ничего не бежит. Здесь выведен специальный шланчик перелива. Если вдруг карбюратор начнет переливать, то бензин польется в воду, и сразу это будет видно. Не в поддон, а в воду, наружу. Первый запуск.
стой. Давай. Что-то воды нету. Я не пойму, почему контролька не работает. Отсюда главное брызгает вода, а контролька не работает. А контролька-то на сливе находится. Блин, еще и заглох. Почистили карбюратор. В карбюраторе присутствовал масляный налет. Проверили наличие термостата. Термостат имеется. И он рабочий. После того, как мы объяснили все проблемы владельцу, то, что нет охлаждения, он сказал, что снимал редуктор и, судя по всему, не попал в трубку. Мы снимаем редуктор, чтобы посмотреть еще раз состояние водяной помпы. Видим трубку охлаждения, которая расположена вообще мимо помпы. При установке редуктора нужно всегда смотреть, чтобы трубка попадала в уплотнение. Состояние водяной помпы хорошее. Владелец принял решение не трогать, оставить как есть, в оригинале без переделок. Мы ее переделываем для того, чтобы не возникало проблем с запчастями. Если новая крыльчатка для этого двигателя в продаже имеется, то пластину, стакан и корпус помпы мы не нашли. Поэтому мы устанавливаем сюда помпу от Yamaha 8 Enduro, которая есть в продаже. Там другой диаметр стакана, другой диаметр крыльчатки. Переделать несложно. Сложность возникает только в переделке вала и нарезании нового шпоночного паза. В принципе, можно менять крыльчатки по мере износа, но вот в случае чего стакан, корпус найти будет проблематично. Особенно здесь корпус алюминиевый, и в морской воде при возникновении коррозии внутри стакана стакан начинает искривляться. Крыльчатка трется, изнашивается интенсивно, пропадает давление на холостых оборотах. В общем, такие нюансы. Ну, в любом случае, если мотор будет ходить по пресной воде, в принципе, можно оставить и так. Это не ржавчина, это просто налет. Это втулка, она нержавеющая. Она здесь устанавливается на штифт. Сейчас так уже не делают. Состояние пластины очень хорошее. Видно, что отсутствует выработка, то есть мотор вообще практически не работал. На стакане тоже выработки нет. Тут владелец не попал в трубку охлаждения и немного порвалось резиновое уплотнение. Уплотнение мы заменим. С этим проблем не возникнет. Итак, собрали водяную помпу, ничего не стали менять. Решили снять грибной винт, чтобы проверить, нет ли там намотанных сетей. Здесь присутствует заводская смазка. Соответственно, никаких сетей здесь не намотано. А вот, кстати, что случается с алюминиевой водяной помпой. Мы уже показывали, но покажем еще раз. Когда стакан выдавливает из-за коррозии, крыльчатка очень быстро стирается.
Эти две помпы мы уже заменили. Остались у нас вот новая помпа. Пластмассовая. С ней нет таких проблем, как с алюминиевой. Отличаются диаметром стакана и диаметром крыльчатки. Алюминиевая помпа также может и разваливаться из-за коррозии. Стакан уже здесь заменить не получится. Мы установили редуктор, и в принципе мотор готов. Почистили карбюратор, промазали поворотный механизм. Посмотрите, какое состояние резинки ручки газа. Абсолютно идеальное, ничего не порвано, как новое. Очень хороший двигатель. Работает система фиксации. Эту девятку владелец приобрел за 50 тысяч. Мы оставим ссылку на видео, где мы этот мотор капиталили, такую же модель. На двигатель есть запчасти, есть ремонтные поршни, а значит, в случае чего его можно отремонтировать. Водяную помпу можно заменить на помпу от восьмерки. То есть эта модель может эксплуатироваться. И если вдруг случится какая-то поломка, то эта поломка вполне устранима. По крайней мере, на сегодняшний день.山手下町ヤマハ山でも村でもヤマハ俺もお前もオートバイ生かすあの子もオートバイヤマハヤマハオートバイならヤマハ山手下町ヤマハ山でも村でもヤマハ俺もお前もオートバイ生かすあの子もオートバイヤマハヤマハオートバイならヤマハ